Всем добрый день! Сегодня мы с вами говорим о весенней посадке роз и говорим о тех ошибках, которые очень часто допускают при посадке роз весной. Дело в том, что розы можно высаживать в течение всего сезона в зависимости от того, какая у нее корневая система. Если вы приобрели розу с открытой корневой системой, то посадку осуществляете или же весной, или же осенью. Для роз с закрытой корневой системой в течение всего сезона. Очень важная ошибка, которую очень часто допускают даже опытные цветоводы, высаживают розы в любом месте в своем саду. Но что необходимо учитывать? Во-первых, розы не переносят сквозняков. Розы не переносят высокого уровня грунтовых вод. И розы не переносят песчаных почв. Вот эти моменты, конечно же, надо учитывать. При посадке роз опытные даже садоводы, любители, розоводы допускают следующую ошибку. Высаживают розы при любой температуре, как только она немножечко станет выше 5-6 градусов. Но дело в том, что если температура воздуха составляет ниже 10 градусов по Цельсию, роза очень плохо, так сказать, впитывает и усваивает питательные вещества. Сейчас 17 градусов по Цельсию. Я приобрела розу в интернет-магазине «Процветок». Она у меня с открытой корневой системой, то есть она у меня упакована в такую пленку целлофановую. Роза называется «Артемис». И следующая ошибка, которую допускают цветоводы, это не обращают внимания на то, в каком состоянии находится корневая система. Посмотрите, здесь уже наросли корешочки всасывания. То есть я вижу, что корневая система достаточно неплохая. И следующая ошибка, которую обязательно надо учитывать, это замачивание корневой системы в эпине, в цирконе или же в гетероуксине. То есть для того, чтобы корешочки напитались влагой, потому что они находились закрытые, для того, чтобы корешочки выпрямились, немножечко стали помягче и их было удобно высаживать в почву. Лунку для роз я готовлю заранее 45 на 45 сантиметров. И состав почвы, кислотность, должна быть не больше и не меньше 5-6,5 pH. Конечно же, туда я уже добавила биогумус, одну часть, добавила садовой земли, торф. И в воду, которую я буду поливать, я добавила золу, конский навоз перепревший и 1 ложку суперфосфата. Для того, чтобы нам посадить розу, конечно же, ее аккуратненько надо расправить корневую систему и установить в эту лунку. Лунка должна быть достаточно объемной. После того, как вы установили вашу розочку, вы должны ее примерить для того, чтобы прививка не возвышалась над поверхностью земли. Прививка должна быть заглублена приблизительно на 3-4 сантиметра. И вот эта ошибка, которую очень часто делают при посадке, вся прививка высоко находится над землей. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Кроме того, когда вы розу свою посадили, присыпаете ее питательным грунтом, питательной почвосмесью и хорошенечко делаете такую бороздку и проливаете, то есть фактически садите вашу розу в такую вязкую грязь. Хорошо пролитую розу с хорошо упакованной прививкой вы затем мульчируете.
Мульчировать можно торфом, можно мульчировать биогумусом или же, если есть скошенная трава. Вот такие основные моменты и правила весенней посадки роз. Тем, кому видео было полезно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.